Привет новым зрителям и соболезную старым. Много времени прошло с последнего ролика, и, к слову, для тех, кто знает меня по ним, то забудьте, ведь теперь я буду снимать ролики исключительно по программированию. Настало время немного рассказать о движке. Изначально я метил в Unity, но после шумихи осенью прошлого года переключился на Godot, который имеет открытый исходник и поддерживает C-Sharp, на котором, собственно говоря, и будет писаться моя игра. Пожалуй, не буду еще сильнее растягивать начало, потому переходим к следующему разделу. Вдохновением для меня послужила такая игра, как Психопом, футажи и музыку из которой вы можете видеть на своих экранах. Однако, если Психопом показывает, как чудаки видят мир и как это помогает им видеть больше, нежели обычным людям, то я хочу показать, как их мозги функционируют изнутри. Каждый из нас индивидуален. Каждый воспринимает реальность вокруг по-своему. И для восприятия реальности каждый человек имеет свой собственный внутренний мир, что является им. Миры бывают самыми разными, однако в основе своей они делятся на две части. Эмоциональную, что позволяет быстро реагировать, и мыслительную, что помогает обдумывать действия и ситуации. Они обе крепко связаны между собой, и у обе они формируют сложный и запутанный механизм. Правда, чем сложнее механизм, тем легче его сломать. Наш мир может разрушиться от любой мелочи. Хотя неправильно называть такие миры разрушенными. Скорее измененными. Проходя метаморфозу после потрясений, они становятся куда крепче и в то же время податливее. Кто-то так и вовсе имеет такой мир изначально. Обычно таких людей мы называем странными. А вы странный человек? Для начала я определился с жанром. Моя игра будет пошаговой RPG, как Амори, однако у нее в качестве движка Godot, а не RPG Maker, что немного мне развязывает руки. Что ж, про жанр рассказал, значит время поведать и о трудностях, с которыми я столкнулся во время разработки и на какой стадии находится проект. На данный момент реализовано следующее. Заготовка для главного меню, подключенный гид, передвижение персонажа, взаимодействие с объектами NPC, класс с глобальными настройками и диалоговым менеджером. Ну и, собственно говоря, сам диалоговый менеджер. Если с первыми двумя все понятно, то на остальном хочу заострить внимание. Передвижение я сделал по клеточкам, за основу взяв код нейросети, который все равно пришлось сильно переделывать. Изначально он в зависимости от нажатой клавиши и начальной позиции задавал точку, к которой направлялся игрок. К этому коду я добавил буфер для клавиш передвижения, вынес грица из глобальные настройки и немного его оптимизировал. И еще пытался через нейросеть сделать нормальную обработку коллизий, но она меня никак не понимала и делала так, что персонаж просто застревал в стене. Да и сам я в интернете ничего не нарыл, потому пришлось самому ее разрабатывать. Проблема заключалась в том, что при задании позиции персонаж просто шел к ней, даже несмотря на препятствия перед ним. То есть просто долбился об него. Я же сделал так, что при столкновении с препятствием персонаж просто перемещается на изначальную позицию и сбрасывает затаргеченную. В общем, примерно так выглядит код. Взаимодействие с объектами NPC у меня реализовано достаточно просто. Перед персонажем есть интерактивная область. При попадании интерактивной области NPC или объекта, в которую берется ссылка на нее. А при нажатии на кнопку взаимодействия вызывается метод взаимодействия. Много показывать не буду, но покажу, как берется ссылка. Код можете видеть на экране.
В моем проекте присутствует класс Global, что имеет статические свойства с объектом настроек и диалоговым менеджером. Код вы снова можете видеть на своем экране. Диалоговый менеджер пока просто считывает все диалоги из JSON файла для текущей локации и по ID NPC возвращает нужный диалог. В будущем я хочу, чтобы он сам их еще и воспроизводил. Хе-хе. Да. Спасибо всем, кто досмотрел до этого момента, всем, кто верит в меня и всем, кто поддерживает. Я постараюсь. Мы сделали уже много, но впереди предстоит сделать больше. Кому интересно посмотреть на разработку, то можете залетать временами на мои скучные стримы. Я стараюсь их частенько проводить и оповещаю о них не менее чем за сутки до начала. Ну, или стараюсь оповещать. Всем пока. До свидания. Слава богу, блядь, это закончилось. Надеюсь, ваши дни будут Ой, чудесными, нет. даже если чудес не существует.